Приветствую вас на канале Техревизор. Решайтесь на покупку, сомневаясь, а нужно ли покупать руль, чтобы просто погонять в какую-нибудь ралли или форзу, или просто из интереса зашли. Хотя неважно. В этом видео я покажу вам, что купить игровой руль и покатать в нем даже самую простую аркаду, это точно того стоит. В любом случае ни клавиатура, ни мышь, ни даже джойстик не принесут такого эффекта во время гонки. Конечно, реально годные варианты больно бьют по кошельку, но для этого рейтинга я подобрал 5 самых годных рулей для разного бюджета. Конечно, если говорить о профессиональном занятии симрейсингом, то ни один из них для этого не подойдет. Тут уже минимум фанатек нужен. Но если вы только начинаете знакомиться с миром виртуальных гонок или же хотите обновить свой руль чем-нибудь получше, то отталкивайтесь от своего бюджета. А уже все подробности я расскажу. Сейчас начнем знакомиться с участниками, а пока можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пятое место занимает самый простой и доступный руль этого рейтинга – Defender Extreme. И стоит он в районе 10 тысяч рублей. Казалось бы, ничего себе доступный. Для понимания, готовая платформа для профессиональных тренировок пилота свободно может стоить около 1 000 000 рублей. И руль в ней один из самых дорогих частей, поэтому этой десятке удивляться не стоит. Тем не менее, мы говорим о девайсе для простого обывателя, которому не нужна подвижная платформа с 3 мониторами и кучей наворотов. Этот Defender без проблем подключается к ПК, плойкам 3-4 версии, Xbox и даже Nintendo Switch. Куда и что втыкать, разбирайтесь сами, там все интуитивно понятно. Ну и на крайняк в инструкцию залезайте. Далее, когда все подключено, можно выбрать парочку игр на пробу. Доступные, в которых эта модель будет работать как надо, конкретно для этого руля, тоже можно найти в интернете, список там приличный. И вот с этого момента в ход идет рулевое колесо, которое поворачивается на 270 градусов. 2 педали, газ и тормоз. Да, материалы всего этого дела простые и дешевые. Сплошной пластик, резина бюджетного качества. Но тем не менее, в нашем распоряжении оказывается еще коробка передач по правой стороне и куча кнопок по левой. Все это настраивается конкретно в каждой игре и может быть удобно применено. Кнопки тоже похвалить не могу. Нажимаются громко, клацают. Но это все-таки не клавиатура, поэтому придираться не буду. Главное, что руль, педали и каждая клавиша отрабатывают четко, вовремя и не подводят. Но да, на компромиссы все же придется идти. Порадует и обратная связь руля в виде вибрации. Внутри стоят 2 вибромотора, которые как могут пытаются передать вам неровности дороги, столкновения, аварии и скорость. Но опять же как могут. Если это ваш первый руль, этого вам хватит для начального понимания автомобиля. Четвертую строчку занимает ArtPlace V1600 Pro. Еще менее известный бренд для многих, но все-таки с более интересной моделью. Эта руль уже не выглядит как какая-то игрушка. Замшевая оплетка с красной нулевой отметкой, без излишних кнопок и перестроенного рядом рычага. В комплекте идет полноценная коробка на 6 передач, которая отдельно крепится как вам удобно. Кнопки в середине расположены не так удобно, как могло бы быть на ободе, но к этому привыкаешь без проблем. Нажимается четко, не так гремят, как у прошлого Defender. Сам же руль сделан из металла, имеет металлические лепестки за собой. И вот они как раз палят дешевизну руля из-за громкого нажатия и бренчания. Не то чтобы это жуть как страшно, просто по моему опыту в более дорогих моделях такие лепестки сделаны более качественно. Но здесь стоит сказать спасибо за металл и за размер, так как в дешевых моделях часто ограничиваются лепесточками, которые реально неудобно нажимать. Здесь же такого нет. Ну и сам руль крутится-вертится на полноценные 900 градусов. Я бы взял его только из-за этого, так как 270 все-таки маловато для того же Евротрека или Dirt Rally. Какой-нибудь F1 или форзу вообще без проблем. Но когда-нибудь захочется разнообразить жизнь и покрутить руль больше обычного. Здесь это можно сделать простым переключением кнопки на корпусе. Обратная связь тоже существенно лучше, чем у прошлой модели. Здесь детальнее чувствуется покрытие, поребрики, столкновения. Конечно, форс-фидбэк не такой сильный, чтобы прямо руки ломать, но тоже ощущается приятная отдача в руле. Но вот педали слабенькие, нажимаются легко, нереалистично, да еще и уезжают вечно куда-то. Поэтому педали в этой модели однозначно слабое место. Тройку лучших открывает Thrustmaster T150.
И вот это уже как раз самый близкий к профессиональному виртуальному автоспорту бренд, ценник которого хоть и не радует ни капли, но дает шанс прикоснуться к чему-то реально качественному и близкому. T150 – руль старого поколения, но тем не менее свою репутацию на рынке он до сих пор не проиграл ни одному зумеру. Честно говоря, изначально хотел поставить его на второе место, но все-таки на другой день с более холодной головой я решил поставить на второе место Logitech. T150 подключается к PS4 и к ПК, и по сравнению с прошлыми участниками T150 оплетен кожей, причем хорошего качества. При поворотах ничего не скрипит и не закусывает, просто бесшумно крутится. Кстати, здесь уже полноценные 1080 градусов, поэтому можно кататься без ограничений в ETS 2, а это уже другие ощущения по сравнению с 270. Кнопки на руле стандартные, ничего интересного и выдающегося. Ни одна не люфтит и не шумит, хорошая сборка. Обратная связь в T150 просто на голову выше, чем у прошлых участников. Здесь уже по-другому ощущается машина, сцепление с дорогой, торможение и в общем управление. Поэтому руль хорошо подойдет как новичку, так и опытному симрейсеру. Тем более, что потом можно докупить КПП и начать ездить уже на другом уровне. Кстати, о педалях. К ним претензий побольше. С этой частью у многих производителей проблемки. В T150 стоят пластиковый газ и тормоз. Не шумят, но расположены близко к друг другу. Имеют хороший ход и комфортно нажимаются. Тормоз нажимается слишком тяжко, поэтому придется немного попривыкать первое время. Зато как симуляция реального управления. Сделаны они просто и понятно, поэтому как-то тонко контролировать авто можно только рулем. Но если говорить о более серьезных металлических и удобных педалях, это как раз Logitech G29. Вторую строчку рейтинга занимает Logitech G29. Благодаря педалям Logitech и занимает это место в рейтинге, хотя разбирающиеся профессионалы уж точно не оценят такое мое решение. Но мы с вами здесь люди простые, без гигантского опыта и вката, поэтому все мелкие детали, которые видят они, просто не заметим. В Logitech G29 педали сделаны из серебристого металла и вообще по-другому ощущаются при езде. Тормоз, конечно, мягкий, но можно будет как-то поднастроить в игре мертвую зону натяжения и получить результат. На полу стоят уверенно, от резких и мощных нажатий не переваливаются и не уезжают. В общем, педали все еще не топ, но уже не такие простые. Руль же коннектится к ПК и плойкам, в том числе 5-го поколения без лишнего гемора. Зашел в игру, подкрутил параметры и погнал. Оплетка тоже кожаная. И если вы никогда до этого не имели дела с рулями, то она вас порадует. Но вот если вы до этого владели G25 или G27, то точно заметите даунгрейд по металлу. В новых поколениях у Logitech реально с этим проблемы. Твердые и кривые швы, слабенькая и не очень качественная кожа. Поэтому, чтобы материал дольше прожил, желательно поаккуратнее реагировать в каких-то зарубах. Плюс олды добавят, что новое поколение перестали комплектовать коробкой передач. Старички же этим могли похвастаться. А вот что достойно уважения — лепестки. Сделаны из нержавейки, по ощущениям очень приятные, мягкие и тихие. Реально классные лепестки по сравнению даже с дорогими Trustmaster. Остальные кнопки тоже качественно сделаны и удобно расположены, не люфтят и не скрипят. Руль крутится на 900 градусов, но чувствуется это как-то по-другому по сравнению с T150, более мягко что ли. В общем, здесь тоже не докопаешься. Да и обратная связь дает больше информации об авто. Более опытный этого не заметит, если он перешел с бюджетного руля по типу Defender, конечно. Ну а если вы хотите сорвать самый сочный плот и получить практически максимальное приближение к реальности, это Trustmaster T300. Лидером рейтинга стал Trustmaster T300 RS GT. У него есть много разных версий, в которых меняется дизайн, цвета, кнопки. Конкретно наша RS GT. Если кратко, гонки во все щели за умеренные деньги. Вообще, Trustmaster T300 считается уже народным рулем. Правда, цена у него не совсем народная. Но автоспорт он такой премиальный и дорогой. Это вам не в Dota ИКС на клаве с мышкой играть. T300 без проблем подключается к плойкам и ПК. Основная часть баранки замшевая. Кому-то может и не понравиться, ну а кому-то езда в перчатках доставляет отдельное удовольствие. Главное, что сделано на совесть, как и в более старых поколений по типу T150. В этом плане Logitech жиденько обделался. Удобный и приятный хват, под которым эргономично выставлены все кнопки. Все они четко и тихо выполняют свою работу. Лепестки, правда, не такие мягкие, как у G29, но тоже приятно и тихо нажимаются. Как, в общем-то, и все остальные клавиши. Руль поворачивается на все 1080. Ралли и ETC вошли в чат. Но вообще на этом руле в любой жанр можно играть с полным ощущением, что деньги были потрачены не зря. Обратная связь просто не оставляет шансов не испытать эмоции даже опытному пилоту. Довольно жесткая и чувствительная. Сразу становится
становится понятно, что сделано не для галочки, а для тяжелой тренировки гонщика, который потом сможет купить профессиональные девайсы от Fanatec и полностью реализовать их потенциал. А в последующем и карьеру симрейсера никто не отменял. Хотя можно и просто в свое удовольствие бороздить по дорогам мира на больших грузах. Тут уже каждому свое. Педали вас тоже не разочаруют. Хороший мягкий ход для газа и сцепления, и жестковатый для тормоза. Все как надо. И в этом плане T300 RS GT очень хорош. Вы сможете уже более тонко чувствовать и управлять машиной. В общем, покупка этого руля может в прямом смысле открыть вам дорогу в профессиональный гоночный клуб. Главное – реализовать свой потенциал и интерес к автоспорту. Поэтому приобретается не только девайс, но и ваша последующая история и перспективы с ним. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.